Приветствую вас, друзья! Наконец-то собралось у меня определенное количество монет, которые можно отвезти в Мюнхен, в компанию NGC на оценку. И я в ближайшее время собираюсь их туда отправить. Давайте посмотрим, что удалось собрать. Начнем с монет покрупнее, наверное. Пять марок Пруссии, 200 лет правления, достаточно яркая монета, но, к сожалению, много мешкового сохрана. Есть микрозабойчики на рельефе и на поле. И поэтому, думаю, монета большой высокий грейд не получит, скорее всего. Поэтому надеюсь на МС-62. Еще 5 марок, только это уже Веймарская республика, всеми любимый граф Цепелин. Да, вот из перчаток часто монеты вылетают, поэтому сильно они напрягают. В общем, с ними не расслабишься. Монета очень яркая, очень красивая. Я надеюсь, что монета получит хороший грейд. Надеюсь на МС-64. Но вот здесь вот на левом крыле внизу есть достаточно сильный удар. Не знаю, как его оценят. То ли очень сильно понизят оценку, то ли могут еще дать детали. Но вот рискну, отправлю монету, посмотрим, что получится. Надеюсь, монета МС-64 получит. Думаю, если бы этого удара не было, монета могла бы получить и грейд повыше. Ну, посмотрим. Так, еще 5 марок Веймарской республики. Эту монетку я показывал. Я ее мыл. На ней была такая некрасивая пятнистая патина. И я так понимаю, патина была неспроста на монете. Потому что, когда я ее внимательно рассматривал, на ней есть вот на этой стороне есть волосяные направленные царапинки. Их немного, но они есть на монете. Плюс на монете есть еще чистка штемпеля. Но это другая история. Это на грейдинг не повлияет никак. Есть она с обеих сторон, эта чистка штемпеля. Здесь ее меньше, на обратной стороне больше. В общем, еще раз, еще одна монета, которую я посылаю на страх и риск. Надеюсь, монета все-таки получит хороший грейд. В общем, я весь в сомнениях перед отправкой этой монеты, но решил рискнуть. Потому что монета, очень яркая. Если бы на ней ничего не было, то я думаю, она бы 65-66 могла бы МС получить легко. Монета Немецкой империи. Монета посвящена 350-летию Йенского университета. Саксен-Веймар-Айзенах. Очень яркая монета. Попадаются эти монеты нечасто, у них небольшие тиражи. По-моему, 40 тысяч экземпляров всего лишь. И в состоянии попадаются еще реже. Ну, мне вот в последнее время на эти монеты везет. Я их уже, наверное, около 5 штук купил. 2 уже вернулись с ослабирования. Вот эту отправляю. И еще одна находится в процессе. Надеюсь, эта монета получит МС-64. Видимых повреждений я на ней особо не вижу. И износа рельефа, который традиционен для этой монеты, тоже вроде бы нет. Ну, в общем, надеюсь на МС-64. Еще 5 марок империи немецкой. Это монета посвящена 90-летию со дня рождения Луитпольда Баварского. Монета яркая, но у нее такой приглушенный штемпельный блеск слегка. Есть на монете достаточно много мешкового сохрана, поэтому думаю, МС-62, максимум МС-63 монета получит. Та же монета, только уже в достоинстве 3 марки. Монета очень яркая, с зеркальным полем. То есть, видите, вот отражение, да, перчатку видно на монете. Монета полностью зеркальная. В свете лампы просто зеркальный блеск приглушается. Но монета просто вот как зеркало. Очень классная монета, очень красиво выглядит.
Надеюсь, монета получит МС-64. Еще одна очень интересная монета – это Анхальт-Десау Фридрих I. Монета очень нечасто встречается. Тираж у нее 50 тысяч экземпляров, но в каталоге монета достаточно недешевая, в отличие от того же Йенского университета. То есть эта монета в каталоге стоит в 2–2,5 раза дороже. Хотя тираж у нее на 10 тысяч больше. Реверс у этой монеты вообще выглядит божественно. Он тоже зеркальный, как и у предыдущей монеты. Ну, конечно, будут оценивать по аверсу. Поэтому, думаю, монета может получить МС-63-МС-64. Еще одна монета Веймарской республики – это 3 марки. Рейнская область, на сленге коллекционеров «Птица на мосту». Монета очень яркая. Думаю, монета может получить МС-64-МС-65. На монете почти нет никакой механики. Там есть один небольшой забойчик, в принципе, и это все. Поэтому, думаю, у монеты хороший потенциал, может получить хороший грейд. Надеемся на МС-64 и выше. Три марочки Веймарской республики. Эта монета посвящена университету города Марбург. На монете присутствует патина, не очень красивая. Я, наверное, ее помою перед отправкой. Она так сильно приглушает штемпельный блеск. Монета такой, кажется, серо-желтой. Поэтому, думаю, все-таки надо ее сполоснуть. Будет монета после мытья поярче, чем сейчас. Думаю, монета может получить МС-63. Еще одна монета империи, 2 марки. 2 марки города Бремен. Монета яркая. Но, думаю, невзирая на то, что она яркая, она не получит больше, чем МС-63. В силу того, что на этой монете самые высокие точки рельефа имеют небольшой износ. И это, конечно же, монете не даст получить высокий грейд. Поэтому, думаю, МС-63. Еще одна монета империи, Пруссия. Монета посвящена Берлинскому университету. Монета яркая достаточно. Мне кажется, есть на рельефе чуть-чуть сбит штемпельный блеск на скуле и на щеке, но думаю, монета может получить МС-63, МС-64. Посмотрим, что она получит. Ну, предположения у меня такие. Эту монету я уже тоже показывал. Эта монета у нас была сначала в густой патине, потом она была заслабирована, получила пруф 63, и потом владелец монеты решил ее переслабировать еще раз. И вот мы ее отмыли от этой грязной патины. К сожалению, после этого вылезло на монете несколько царапин слева и справа от щитов и в районе головы. И не уверен я, что монета теперь получит более высокий грейд. Мы мыли монету, надеясь, что она получит пруф 64. Но, похоже, монета останется в том же грейде. Но посмотрим. Было решено сделать эксперимент такой по перегрейдингу этой монеты. Посмотрим, что монета получит. Еще одна монета Веймарской республики. Это 3 марки регулярного чекана. Монета не в очень высоком качестве. Думаю, у нее она может получить грейд МС-61, МС-62. Больше вряд ли. Поэтому надеюсь на МС-62.
Две марки Saxony, очень яркая монета, очень качественная. На монете практически нет повреждений. Есть чуть-чуть, буквально 2-3 волосяных царапинки правее лица. И, пожалуй, больше никаких механических повреждений на монете нет. Поэтому, надеюсь, монета может получить достаточно высокий грейд. Надеюсь, от МС-64. Ну, хотелось бы, конечно, МС-65 и выше, но не буду загадывать, но точно от МС-64. Так увлекся раскладыванием монет, что совсем забыл про еще одну монету. Эта монета Веймарской республики, 3 марки, посвящена пожару в городе Магдебург. Эту монету я тоже показывал. Я ее мыл вместе с 5 марками, посвященным десятилетию Конституции. Обе монеты были в патине. Это была в такой некрасивой серой патине, которая придавала вид монете такой потертой. Я решил попробовать отмыть ее, и результат получился очень неплохой. Монета засияла. Надеюсь, она получит МС-63 минимум. Монета действительно сейчас яркая, красивая. На ней есть немножко мешкового сохрана. И много отзывов о том, что вот эти монеты Магдебурга, они достаточно тяжело получают высокие грейды. У меня был опыт слабирования уже такой монеты. Моя монета получила МС-63, хотя она была ярче этой. Но на ней было больше мешковых забоин. Эта монета забоин почти не имеет, но есть такие мелкий мешковой сохран, царапинки небольшие. Поэтому, надеюсь, монета тоже МС-63 получит. Ну, может, повезет, получит грейд выше. Ну, надеюсь на МС-63. И последняя монета сегодня на обзоре. Это 2 марки Веймарской республики. Тоже регулярного чекана. Монета хорошая, штемпельная, очень яркая. На ней почти нет механики, поэтому надеюсь на грейд МС-63-64. В ближайшее время отправлю эти монеты на слабирование, то есть я их сам отвезу. И надеюсь, монеты получат хорошие грейды. И в следующем ролике мы посмотрим, что монеты получили. Благодарю вас, друзья, за просмотр. Желаю всем хороших, качественных монет. Не забывайте подписываться на канал. И до новых встреч!